Всем здравствуйте! Меня зовут Оля. В этом видео я буду показывать и рассказывать вам историю моих первых родов. В предыдущем видео я уже вам рассказывала историю моих вторых родов. А первые роды у меня были 3 года назад. 3 года и несколько месяцев назад. Я рожала моего сына Эйдена на Манхэттене. Это очень хорошая больница и очень хороший врач у меня был. И я собиралась вторые роды также рожать на Манхэттене. Но я надеюсь, что вы смотрели мой предыдущий видеоролик, как у меня происходили роды, что я не попала на Манхэттен, а в Бруклин. А первые роды были на Манхэттене. Первая беременность у меня была очень сложная. В это время я училась на косметолога. Я училась на протяжении 2 лет. И когда я беременная училась, еще на английском языке, конечно, у меня не настолько продвинутый английский, чтобы учиться, чтобы учить медицину. Но я отучилась, все хорошо у меня, получила диплом, получила лицензию на 4 года. Но по специальности я работала совсем мало, только практику проходила несколько месяцев, работала с людьми и все. И маленький ребенок у меня, Эйден, родился. Мне нужно было сидеть с ним, ухаживать за маленьким ребенком. И продолжим историю моих первых родов. Первые роды совсем отличаются от вторых моих родов. Схваток у меня еще не было. Но у меня отошли воды. Со вторым ребенком было по-другому. Смотрите видеоролик предыдущий и будете знать. В этот же день, когда отошли у меня роды, я была на приеме у врача. У моего гинеколога. Очень хороший гинеколог, акушер. Он посмотрел и сказал, что нужно ехать в роддом. А в этот же день на приеме у врача я была с подружкой вместе. Она просто ждала меня, а я была у врача. И тут случайно я встретила еще одну подружку. Просто случайно. Я не видела ее несколько лет. Вообще не было никаких контактов. И просто случайно я ее встретила у гинеколога. И я сказала ей, что вот я собираюсь рожать. А у нее была машина, и она сказала: я могу вас отвезти, меня и вторую подружку, с которой я пришла. А я сказала: хорошо, только мне нужно взять вещи для ребенка, то есть сумку, которую нужно иметь в роддоме. Мы все вместе поехали к нам домой, я взяла эту сумку, покормила котов, и мы все вместе отправились в роддом. По дороге в машине, конечно, у меня боли были не сильные, просто отошли воды, и были такие немножко боли. Наверное, схватки такие не сильные. Мы приехали в эту больницу, эта подружка просто нас подвезла, и я с другой подружкой осталась в больнице. И мы ждали моего мужа с работы. Мы сидели, и тут он приехал, и эта подружка уже оставила нас с мужем вдвоем, уехала домой. И через несколько часов приехал муж, и меня отправили в родзал на осмотр. Там в палате мне поставили капельницы, а также я попросила эпидуральную анестезию. Мне вкололи эпидуральную анестезию, это в позвоночник. И через несколько минут у меня уже боли были не сильные, схватки. И несколько часов были у меня схватки. Мы приехали где-то в 8 вечера, а родила я утром в 6 утра сына. То есть несколько часов у меня были схватки. Но они были не болезненные, потому что у меня была эпидуральная анестезия. Если бы у меня не было этой эпидуральной анестезии, было бы очень больно, так как было больно со вторыми родами, но просто боль была недолго, длилась всего лишь, может быть, 5 минут. Такие болезненные были, сильно болезненные схватки. Я родила первого ребенка очень легко. Врач мне помогал, рассказывал, как нужно правильно тужиться, что нужно делать, как дышать. Я все это смотрела на него, послушала, так и сделала.
И сын родился у меня очень быстро. Муж все время был в палате с нами. И так 2 дня мы находились в больнице. И, конечно же, у меня есть это интересное видео уже с Манхэттена. И сейчас мы с вами будем смотреть, как я родила первого ребенка, какая больница на Манхэттене и как происходили роды. Берем чай, кофе, сладости и приятного просмотра. А сейчас посмотрим роддом на Манхэттене. Вот такая у меня палата, комната. И я находилась с ребенком одна. И папа, конечно, был с нами. Вот это Эйдан. Вот в такой кроваточке. Рядом с мамой. Это моя кровать. Столик покушать. Покушать приносили часто. Минимум 3 раза в день. Или даже чаще. Здесь bedroom, умыться. Здесь Эйдан. Здесь я очень уставшая. Всем большое спасибо за просмотр. Кому нравятся мои видео, оставайтесь со мной. А еще в других видео я буду показывать вам, как быстро восстановиться после родов. Я родила 2 детей и очень быстро восстановилась. Так что ждем мои следующие видео. До скорых встреч. Пока. Вот здесь я 3 месяца после 2 родов. Живот полностью ушел, но живот ушел еще после 2 недель после родов.